Марина недавно купила машинку швейную на период кризиса коронавируса, ворона-кируса. Первая строчка. Ну вот нитка. Это где-то 10-й день карантина. Можно видеть, что улицы и дворы опустели, но не совсем. Сегодня пятница, вечер. Впереди дворы тоже пустые. Улицы, людей нет. Как будто после праздников с утра. Но на самом деле вечер, пятницы. Наверное, это все-таки хорошо. Чем меньше людей, тем медленнее распространится вирус. Но мы, естественно, на позитиве, надеемся на лучшее. Сегодня 27 марта, и мы только что вышли из магазина, закупившись самыми необходимыми вещами коллегами из Performance для нашего экипажа, который после дубайского рейса лежит на карантине в первой горбольнице в Калкамане, среди которых моя жена. Надеюсь, наши коллеги здесь не скучают и достойно проводят карантин. Внимание! Уважаемые алматинцы! В целях распространения коронавируса в городе введен карантин. Количество зараженных растет с каждым днем. Находитесь дома. Это единственный способ остановить опасный вирус. Все места отдыха, скверы, парки. Ситуация становится серьезной. С 27 марта ужесточили меры для профилактики и предотвращения распространения коронавируса. Я один раз в день выхожу в магазин, и улицы, конечно, значительно опустели. Введен почти комендантский час. Не разрешается вечером выходить из дома, и без надобности вообще тоже выходить из дома не разрешается. В городе в основном только курьеры, доставщики, те люди, которые необходимо действительно работать, врачи и так далее. По-моему, они не знают, что в городе карантин. Летите домой, глупые птицы. В городе карантин. Я так понимаю, в аптеку пускают по одному. Social distancing, конечно, не соблюдается. Бизнес начал адаптироваться, и официанты превратились в доставщиков. Я соблюдаю все меры предосторожности, которые возможны. Вот что есть, это вот перчатки. Я после каждого похода в магазин я их меняю. Придя домой, я обрабатываю антисептиком все продукты запечатанные. Хлеб беру только запечатанный, все продукты тоже запечатанные. Из плюсов можно отметить, очевидно, в городе воздух стал как в горах. И до этого момента я никогда не готовил. Но из-за того, что Марина, моя жена, в карантине, мне пришлось освоить этот навык. Я, конечно, покупаю полуфабрикаты, но тем не менее какие-то азы постигаю приготовления пищи. Я так подумал, немножко парадоксально. Мы должны всем человечеством, всем вместе преодолеть этот вирус, но поодиночке. Не вяжется в голове. Я очень скучаю по своей жене. Очень давит социально находиться одному, все делать одному. Хорошо, что есть интернет. Чем занимаетесь? Все хорошо. Отдыхаем. Моют полы каждый день. Медсестры каждые 3 часа заходят, температуру проверяют. Вот сегодня конкретно заходил, сказал про результаты, что у нас отрицательный результат все.
А, сказали, да, вам сегодня все-таки, что отрицательно? Сделал зарядку, подтянулся, отжался 15 раз. Hi, Celine. Денис, hi, how are you? I was coughing in the morning and I'm sick. Oh, you're sick? No way. You should drink hot tea, you know? Hot tea. I'm drinking hot tea. Oh, good boy. Beyza. Guys, look at this. Oh. Oh, where is Denise? Denise disappeared. One more time, actually. Okay, one more time. Magic need experience. Okay. Сегодня тепло, и по современным меркам у меня сегодня было приключение. Мы ездили по срочному делу в аэропорт. Мне даже специально вот такую вот выдали справку, которая требуется. На улице много милиционеров, много полиции, которая проверяет прохожих, проверяет машины. Аэропорт, конечно же, совсем пустой, ни одной машины, парковка пустая. Сегодня немножко разнообразный день был, в отличие от всех предыдущих. Срочно вызвали в аэропорт на съемки. Если по этой дороге ехать, то к концу города там да, стоят БТР военные. Не сказать, что город совсем пустой, потому что все-таки есть люди, есть машины ездят. Похоже, как будто после праздников, там, с утра как-то совсем мало-мало. И я сегодня не сдержался и решил себя порадовать. Здрасте. Это вот вы в трудных условиях работаете. Спасибо. Жизнь изменилась, но человек ко всему адаптируется. И сейчас многие люди перешли на удаленку. Например, у меня было много видео, которые я успел отснять, но не успел отредактировать, отмонтировать. Чем, собственно, и занимаюсь целыми днями. Встаю в 8:30, душ, ванна, завтрак и, конечно же, мой кабинет. Вообще интересно наблюдать за всей этой ситуацией. Например, в обществе появилось слово «ковидиот». Это тот человек, который либо не верит в коронавирус, либо, наоборот, сильно паникует от него. Я думаю, что надо держаться здравого смысла, соблюдать то, что рекомендует правительство. Stay at home, don't touch your face and wear mask. Почему я это на английском говорю? В общем, этим видео я хотел задокументировать необычную ситуацию, которая сложилась. Отдельная благодарность врачам, они, конечно, герои. Надеюсь, все скоро кончится, жена вернется и человечество извлечет урок.